Здравствуйте, уважаемые телезрители! Кто из нас никогда не мечтал? Наверное, сложно найти такого человека, потому что мечта и надежда – это именно то, что придает человеку желание жить и двигаться дальше. Одно из правил гласит: есть мечта – беги к ней, не получается бежать – иди к ней, не получается идти – ползи к ней, не можешь ползти – ляг и лежи в направлении мечты. Самое главное – никогда не останавливаться мечтать, даже когда на пути не все так гладко. Неудачи случаются со всеми. История знает множество примеров, когда знаменитые люди терпели фиаско. Многие из них неоднократно. Другое дело отношение этих людей к провалам. Они воспринимали их как нечто временное, как ступеньку к достижению цели. Многие из них выбирали самый тяжелый путь к мечте, понимая, что он при этом является и самым коротким. Имя Стива Джобса не нуждается в рекламе. Но не все знают, что неудачи преследовали и его. В 30 лет он находился в полном опустошении и депрессии после бесцеремонного увольнения из собственной компании. Я уверен, что ничего не случилось бы, если бы меня не уволили из Apple. Лекарство было горьким, но пациенту оно помогло. Так говорил сам Джобс по этому поводу. После увольнения Стива наступил некоторый расцвет Apple, который повлек за собой самые высокие продажи в истории компании. Затем пришли тяжелые времена, которые привели Apple почти к краху. Но в 1997 году Джобс вновь возглавил компанию, чтобы вытащить ее и сделать ее одной из самых крупных. Под его руководством компания была спасена от банкротства и через год стала приносить невероятную прибыль. А в 2011 году стала самой дорогой публичной компанией в мире. Многие комментаторы называют возрождение Apple одним из величайших свершений в истории бизнеса. Джобс получил общественное признание и ряд наград за оказанное влияние на индустрию технологий. Его часто называют отцом цифровой революции. Но через что пришлось ему пройти? Об этом знает только он. Порой нам кажется, что мы зашли в тупик, и выхода из сложившейся ситуации нет. Но нельзя даже думать об этом. Просто иногда, чтобы открыть дверь впереди, нужно закрыть ее за собой. Помните, что неудачи не могут завести вас в тупик, так как из всех лабиринтов всегда есть выход. Продолжайте мечтать и никогда не останавливайтесь перед трудностями, потому что мечты сбываются. Удачи вам!